Всем большой-большой привет! Сегодня я хочу посвятить мое небольшое видео снова ковриком. Ковриком, связанным из ХБ ниток. Это нитки-веревочки, как я уже показывала несколько раз в своих видео. И это нарезанные вот на такие полоски остатки тканей. Сейчас покажу, какие ткани я режу. Сейчас я вам покажу весь процесс, кратенько расскажу. Вот такие обрезки, они цветные бывают разные. Это мы покупали вот именно в таком виде обрезки, и из них я режу эти самые ленты. Ленты режу примерно 1 сантиметр, вяжу крючком номер 6. И это вот очередной у меня коврик. Вяжу я его в прихожую возле входной двери. Хочу показать на нем, как еще раз я делаю переходы от одной нитки к другой. То есть, если у вас нитка кончается, надо наращивать другую нитку, либо если у вас вот такой поворот отрезан при нарезке самих лент. То есть я режу, поворачиваю, здесь скругляю, и как я их вот завязываю в полотно так, что их вообще концов не видно. Вот, также, смотрите, я еще покажу вам, что использую я в работе. Возможно, кому-то тоже пригодится. Ну, во-первых, у меня нарезанные клубочки, соответственно, тем лентам, тем цветам, которые у меня идут в работе. Также у меня под рукой ножницы, 2 крючка. Просто смотрите, у меня основной крючок вот этот вот, но вот этот крючок, который светлый, он более скользкий, и им проще вязать некоторые ткани. Все ткани, которые я использую, новые, исключительно новые, и поэтому двигается крючок по ним с трудом. Рука болит, пальцем больно. Поэтому вот этим крючком я делаю переходы на новый ряд. Здесь просто нужно вот в эту дырочку воткнуть крючок, а этот крючок потоньше, вот в этом смысл. А этим вязать проще прямой ряд. То есть у меня в работе 2 крючка. Также у меня в работе ленты я подрезаю по мере необходимости. Есть разные у меня цвета там в корзинке. Вот также у меня пакет с обрезками. Это я срезаю концы лент и складирую. Они потом у меня пойдут какие-нибудь подушки для набивки. Один из вариантов я вам показывала. Вон стоит у меня лавочка, которая скоро поедет на веранду, на улицу. Так что она пока здесь у меня. Также у меня клубки вот здесь. И еще покажу один такой нюанс, который очень тоже полезен. Вот такая вот липучка. То есть, когда мы вяжем, постоянно на коленках образуются нитки, сыпятся с половичка, ворс. Вот этими липучками очень быстро и здорово все это собирать. То есть все у меня, как видите, прям вот не отходя, как говорится, от кассы, все возле меня, никуда не надо бежать, тянуться. Я сижу, смотрю телевизор и вот вяжу коврик. Сейчас покажу пару вариантов перехода ниток. Тут 2 варианта. В одном способе я немножко модернизировала, то есть улучшила процесс. В итоге вообще никаких концов нет. То есть все уходит в само вязание. Узлов, естественно, тоже я не делаю. И получается ровное полотно. Еще раз отвечу на вопрос тех, почему-то без конца этот вопрос пишут, почему вы не рвете вот эти вот ткани. Отвечаю конкретно еще раз для тех, кто не слушал. Потому что я об этом сказала. Во-первых, при нарыве тканей, я имею в виду про простыни, конечно. Простыни, во-первых, уже ветхие довольно-таки, вы новые просто не резать не станете. Простыни ветхие. Летит огромнейшее количество вот этого ворса тканевого, который садится на все вокруг, и вытирать потом, мало не покажется. Вот, это раз. Это первая причина, самое главное. Потом, если у вас, например, вот такие вот обрезки. Вот как вы себе представляете их порвать? Даже если вы надсечете ножницами какие-то вот засечки сделаете, во-первых, это будет неровно, то есть с промежутками вы никак не угадаете. Вот, во-вторых, если у вас лента нарезана по ширине полотна, оторвать вообще невозможно. Попробуйте оторвать по ширине полотна новую ткань. Ничего у вас не получится, вы ее только порвете. Тем более ширина сантиметр, это вообще нереально порвать. Это 2. А если даже вы будете рвать по длине, по долевой, то то же самое, полетит ворс, будет неровная ширина лент, но невозможно сделать ровно. Это 3.
То есть вот именно поэтому я не рву. Я беру ножницы и совершенно спокойно ножницами режу, нарезаю все полоски. И причем у меня уже рука как бы понимает, что она делает, уже отработанные движения. Ленты получаются идеально ровные. Вот, и, ну, скорость, естественно, уже большая. Никакими роликовыми ножами я не пользуюсь. Во-первых, это неудобно по той причине, что если вы режете старую простынь, вы никогда не натянете ее так хорошо, как это нужно, чтобы отрезать вот этим роликовым ножом. Я пробовала. Во-первых, очень сильно идет напряжение на вот этот вот сустав руки, вот сюда, вот, ну не могу показать, вот на изгиб руки, очень сильное напряжение. Во-вторых, вам нужно натянуть полотно так ровно, чтобы линия прорезалась опять же ровно. Вам нужна третья рука как минимум, либо какой-то помощник. Ну вот опять же сплошные минусы, поэтому, ну кто пишет, ну девочки, ну вы либо сами не пробовали, либо я не знаю. Пробуйте, не вопрос, конечно. Кто как настроился, то так и делает. Я только режу, и резать у меня получается быстро и хорошо. Все, я перехожу непосредственно к показу двух вариантов перехода ниток, и также потом скажу, как я хочу закрыть вот этот вот коврик, чтобы он был, ну, еще интереснее, еще лучше, чтобы у меня не только вот здесь получился краешек такой хорошенький, ну, можно, в принципе, так оставить, конечно, но я, вот смотрите, вот у меня тут покажу, вот я делала вот так на одном из ковриков, а теперь я хочу еще вариант вам показать, как сделать вообще красиво, чтобы коврик нигде не торчал. Делаю чуть крупнее и показываю вам еще раз первый вариант, если нитка закончилась, как ее нарастить, чтобы не было узлов, чтобы не было всевозможных вот дырок. Вот смотрите, я дошла вот до этого места. Как я сказала, я резала эту нитку с поворотом, то есть дорезала. Сейчас я распущу, покажу еще раз. То есть нитка разрезана вот таким образом. Вот я резала, остановилась, повернула, поехала в другую сторону. Краешек обязательно делаю полукругом, потому что если прямоугольник остается, то вот эти два уголка потом будут торчать в самом вот вязании, в полотне, и вы будете их видеть. Чтобы избежать, я режу именно вот таким полукругом. Смотрите, я дошла до этого места. Далее беру вот этот вот кусочек, который торчит, и просто вот так вот наматываю. Наматываю вдоль этой нитки. Наматывать можно в любую сторону, как на себя, так и от себя. Я пробовала и так, разницы никакой. Вот, пальцами придерживаю и вяжу следующую петлю, следующий столбик. Все. Видите? Вот это все, вот эта скрутка у меня ушла в вязание. Некоторые писали, что можно при помощи веретена нитки скручивать, так бабушки делали. Но, вы знаете, веретено сейчас купить, я даже не знаю где. И потом, зачем скручивать нитки, когда вот спокойно можно вот так сделать. То есть не надо себе усложнять жизнь, не надо покупать что-то ненужное. Можно просто подумать и сделать вообще из ничего. Вот, видите? Вот это место, вот найдите мне его, где оно у меня есть. Вот здесь оно у меня есть. Его совершенно не видно. Это вариант номер 1. Теперь показываю способ наращивания нити номер 2. Вот у меня на крючке петля. Вот у меня остаток нитки. Что я делаю? Я беру ножницы. Ну, где-то здесь сантиметров, ну, может быть, 15, может быть, чуть больше. На глаз, естественно. Беру ножницы и вот так под конус начинаю и срезаю половину этой ниточки. Такие заготовки можно сделать заранее, конечно, на всем клубке, сматывая. Но я вот делаю по ходу работы, мне так больше нравится. Теперь беру следующую нитку, вот она у меня новая. И также срезаю ее наполовину. И ухожу на конус, на целую нитку, чтобы ушло. То есть вот такие вот получаются хвостики. Дальше. Теперь провязываю следующий столбик, то есть ввожу крючок в дырочку, вытягиваю петлю, вот так получается, накладываю наверх этой петли ниточку новую,
так, чтобы она у меня где-то на сантиметра 2-3 вот сюда вот ушла. Вот она. Придерживаю ее пальцами и провязываю. Здесь вот 2 нитки уже держу. Провязываю 2 нитки вместе. Вот петля зафиксировалась. Теперь этот хвостик отвожу сюда. В принципе, его можно потом обрезать, он никуда не убежит, естественно, тоже. Но чтобы прочнее было, вот я сделала вот так. Отвожу влево и провязываю следующую петлю. Вот так. Вот на крючке она у меня теперь. И дальше вяжу уже снова 2 вот эти нитки, которые у меня слева. Все. Теперь смотрите, это остается слева и так далее, я ее ввязываю. А вот здесь что я тоже рекомендую сделать. Можно, конечно, нитку дальше вязать, потом обрезать. Но можно сделать так. Вот накладываете ее вот на эту нитку, которая уже широкая пошла. Вот так. И широкую я просто пополам складываю. Тем самым вот этот вот хвостик остается внутри. Видите, что получилось? Она внутри зафиксировалась. И просто вяжу уже дальше. Этот хвостик в итоге вообще ввяжется в сами ниточки, в саму ниточку, уйдет в вязание как бы. И вообще ничего не видно, ничего не надо обрезать. То есть вот смотрите, никаких концов, никаких переходов. И здесь то же самое. Ничего нет. Единственное, что может какой-то кусочек выскочить, вот, ну, буквально там на полсантиметра. Его просто ножницами отрежьте и все. Только не натягивайте нитку на себя там, потому что она, если натянете, потом с другой стороны спокойно выскочит, придется там еще обрезать. Вот и все. Вот такие 2 варианта, которые я использую сейчас в работе. Надеюсь, они вам тоже понравятся, если вы такое что-то вяжете. И никаких узлов, естественно, не надо делать. И все будет идеально ровно. И самое главное, очень прочно. То есть мы 2-3 столбиками, получается, завязываем эти 2 нитки вместе. И они очень надежно там фиксируются. Еще раз и очень кратко о том, как я делаю поворот вязания, чтобы у меня получился вот такой ровный край. Просто, опять же, читал в комментариях, что не у всех он получался, или просто не знали этот вариант, как надо правильно делать. Показываю еще раз кратко. Также напоминаю, что все это подробно я рассказывала в 2 предыдущих видео. Можете там посмотреть, там более детально. Вот смотрите, довязываю последние петли. Вот у меня предпоследний столбик без накида, провязала. И дальше вот такая вот конструкция. Вот она дырочка. И вот она перекладинка. Вот ориентируйтесь на эту перекладинку. Под эту вот перекладинку нужно вставить крючок вот так. Чтобы вот эта вот V-образная косичка, я ее косичкой называю, вот таким образом у вас на крючке оказалась. Далее захватываем нитку, провязываем и провязываем столбик без накида. Я подтягиваю всегда вот это место, вот прям ногтями вот так вот загоняю, чтобы более туго было. И дальше обязательно, вот это самое главное, воздушная петля. Все. Вот, теперь мы переворачиваем вязание на другую сторону. Я вынимаю крючок и вставляю с обратной стороны, чтобы петля не перекручивалась. И вот смотрите, вот тут ошибка бывает также. Некоторые вставляют вот сюда. Вот, ошибка в этом. Сразу получается -1 столбик у вас пойдет на сужение. Вставлять надо вот строго вот в это отверстие, вот сюда. То есть под вот эту вот петелечку. Первая самая дырочка, в нее вставляем крючок. Вот так. И провязываем столбик без накида. Вот он первый самый. И далее уже пошло полотно. Вот из-за этой вот ошибки получается у вас либо сужение полотна, либо его расширение. Обратите на это внимание и вяжите последние вот эти петли рядом предыдущего послабее. Также воздушную петлю не делайте очень тугой. Иначе край стягивается вот здесь, и вы эту петлю просто можете не увидеть. Но в результате получается вот такая вот сторона у вязания. Она ровная, она прямая. Но с такими выступами, конечно, но это уже как бы не без этого. Вот, получается все хорошо. Надеюсь, я напомнила вам еще раз, как вязать поворот правильно, чтобы изделие было ровное. Эти коврики очень нравятся кошкам. Я не знаю почему, но вот моя предпочитает именно на таком коврике лежать, нежели на вот простом, который у нее там есть.
из Леруа. Здесь, видимо, лапкам ей приятнее, и он такой сам неровный. Да, зайка? Скажи, нравится мне больше этот. Тот, который я сейчас вяжу, кстати, кошка уже тоже обновила. То есть кошка первым делом прошлась, посмотрела, все. И дальше сказала, что можно дальше делать. В чем еще плюс таких ковриков? Эти коврики при такой вот вязке и таком соединении ниток совершенно двухсторонние. Здесь нет лица и изнанки. Здесь совершенно одно и то же с обеих сторон. То есть можно просто взять и перевернуть на другую сторону. После того, как вы свяжете коврик, рекомендую потрясти его хорошенько, чтобы вот эти вот мелкие ниточки, которые образуются, ну вот здесь вот чуть-чуть есть, они стрясутся. Если нитки сильно торчат, можно взять маленькие ножнички. Придется, конечно, повозиться, но, тем не менее, вы сможете выбрать их получше. Вот некоторые ткани, вот это нормальная ткань, я считаю, вот здесь. А вот здесь бахромушечки. Это потому, что данная ткань была порезана по ширине полотна. У нее вот эта вот бахрома больше имеет места, чем вот при резке по долевой. Вот эти по долевой были резаны, а вот эти по ширине. Но мне такие просто достались кусочки тряпочек, поэтому я там ничего не могла сама сделать. Это уже были такие тряпочки. То есть имейте в виду, при резке по долевой у вас будет меньше лохматушек вот этих вот. Вот долевая резка. А это резка по ширине, поперечная по утку по-другому. Никаких резок по диагонали, по косой резать не надо. Это, если вам, конечно, девать некуда тряпки, это раз. Но потом при резке по диагонали еще больше будет вот эта вот махрушка, больше будет сыпаться ткани. Но это сами подумайте, у вас с обеих сторон будет срез ниток. Просто я читала в комментариях, там такие советы, дельные в кавычках давали. Но вот явно дает такой совет тот, кто сам не делал такого. Поэтому я не рекомендую это делать. И причину вам объяснила. Будет еще больше сыпаться, нитка будет тянуться. И в итоге у вас еще и полотно вот это будет играть. То есть будет тянуться все. Конечно, вам решать, но я не рекомендую этого делать. Итак, я доделала коврик. Я пошила вот эти стороны.
И вот эти стороны. Одинаковый совершенно способ шитья. Просто сгибаем ткань пополам, подворачиваем и прострачиваем. Старалась шить ровно, чтобы с обеих сторон строчка получилась хорошей. Потому что, как я говорила, коврик двухсторонний, и его, соответственно, можно переворачивать. Еще раз повторю, что вот эти вот отделки можно не делать. То есть не эту, все. Я сделала это с той целью, чтобы у меня входная дверь, и этот кантик даст возможность двери закрываться лучше и не зацеплять за коврик. Вот чисто с этой целью я это сделала. И вот так коврик у меня лег на то место, под которое я конкретно его вязала. Как видите, все в размер. Но вот единственное, что я чуть-чуть все-таки промахнулась с шириной. Можно было на пару-тройку сантиметров поменьше. Ну, моя ошибка, как говорится. Сейчас я попробую закрыть вот эту вот тамбурную дверь. Все замечательно, ничего нигде не мешает. Вот, то есть, смотрите, что еще можно. Можно приклеить под низ коврика. Продаются такие специальные скотчи, которые фиксируют коврик, чтобы он не елозил по полу, не скользил. Но это можно посмотреть в хозяйственных магазинах. Я точно не знаю, в каком, но писали, что они продаются и хорошо вот такие вещи держат. Но я не думаю, что он будет сильно скользить, потому что по сравнению с ковриками из Леруа он гораздо тяжелее и толще. Он будет хорошо здесь лежать. Все, на этом я заканчиваю. Надеюсь, маленькие советы, которые я озвучила в данном видео, вам пригодятся. Может быть, что-то вы там для себя придумаете сделать подобное. Подписывайтесь на мои каналы на Дзене и на Ютубе. Смотрите, что вам нравится. У меня там очень-очень много всяких разных видео. Все, спасибо всем за внимание. Пока-пока. До новых встреч.